Всем привет, с вами Лим, и сегодня мы снимаем очередной туториал по Вольтрону. Заткнись. И как вы поняли по названию, этот туториал будет по Широ. И здесь опять не будет крафта, руку его я делать не буду. Но мы сделаем костюм. Нам понадобится несколько видов ткани для этого костюма. Наверное, вы уже все помните вот эту вот оранжевую ткань, которую я пихал во все туториалы костюма Вольтрона, потому что она везде присутствует. Также на жилетку нам понадобится вот такая вот серая тканька. Возможно, вы можете взять этот костюм молнию или придумать какие-нибудь другие способы для застежки, но я решил так не делать, потому что мне кажется, что серая полоска, которая у него вот здесь вот спереди идет, она будет отворачиваться, и это не очень удобно. Поэтому я купил липучку, обычная липучка белого цвета. Она в ширину 2 сантиметра, можно взять поменьше. А также нам понадобится основная ткань для костюма. У нас есть два вида ткани. Вот это на жилетку, а вот это на штаны. Вот эта ткань не тянется, и мы ее будем подгонять по фигуре. А вот эта ткань тянется, потому что это трикотаж. Но плотный, как раз именно на штаны. Потому что я хочу сделать эти штаны облегающими, чтобы они прям сидели по фигуре прям офигенно, как у него, естественно, в каноне. Ну и давайте приступим уже наконец-то к нашему туториалу. Вначале я раскроил основные детали для жилетки. Синтепон, подкладку и полоску для липучки. Сшиваю подкладку и синтепон, а потом сшиваю вместе части из основной ткани. После я сшиваю основу и подкладку. Потом отглаживаю из серой ткани галочки и пришиваю к основе. Пришиваю липучку к полоскам и сшиваю по бокам. После пришиваю это к основе с внутреннего шва. Крою серые части на пройму. Пришиваю полоски. Вначале по внешнему шву, потом сшиваю пройму изнутри. Проклеиваю воротник. Сшиваю. Пришиваю оранжевые полоски. Набиваю синтепоном и пришиваю к основе. Потом я раскроил детали на водолазку, основу, ворот и рукава. Сшиваю вместе и обрабатываю швы. Потом я раскроил штаны. Вначале делаю крой обычных штанин, плюс несколько сантиметров всех отступов от швов. Разрезаю по канону детали, а потом сшиваю их обратно. В часть на коленке подшиваю слой синтепона для объема. Потом пришиваю молнию и обрабатываю швы. Вот и все. Если видео понравилось и было полезным, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мои соцсети и следите за новостями. Встретимся с вами в следующем видео. Всем пока!